Привет! Россия, обещавшая заморозить Европу, замерзает сама. По всей территории РФ из-за резкого ухудшения погодных условий участились аварийные ситуации в коммунальной сфере. Российские власти, увлеченные войной, не справляются. С начала зимы практически по всей территории России значительно ухудшились погодные условия и ударили аномальные морозы. При этом с начала января из-за атлантического антициклона станет еще холоднее. В частности, в Москве прогнозируется до минус 25, на Урале и в Сибири хорошо за 40, тогда как в Украине лишь подмораживает, а в Европе вообще весенняя погода с плюсовой температурой. Резкое ухудшение погодных условий обещает сделать наступивший 2024 год годом катастроф в коммунальной сфере. Из-за СВО денег в местных бюджетах на ликвидацию аварий в коммунальных сетях будет еще меньше. В коммунальной сфере РФ назревает коллапс. Большинство коммуникаций изношены и находятся в аварийном состоянии. Денег на их восстановление нет, а аварии на коммунальных предприятиях носят системный характер. Крах в коммунальной сфере РФ – очередной провальный результат правления Путина. Страна из-за СВО лишилась денег, экономики, лучших профессионалов, сбежавших за границу. Этот кошмарный сюрреализм стал следствием 25-летнего правления Путина, который уничтожил некогда великую державу. Друзья, если вы находитесь в неблагоприятных условиях для нормальной жизни, серьезно задумываетесь о миграции в другую страну или если вы уже переехали за границу и хотите приобрести жилье, переходите на мой канал Хатки, в котором я обозреваю квартиры на любой вкус в Европе и помогаю с выбором жилья. Ссылка в описании. Утром 4 января произошел пожар на подстанции в Москве. Жители из районов Биберева, Алтуфьева и Отрадного остались без электричества, отопления и водоснабжения. На фоне 25-градусного мороза температура в оставшихся без отопления московских квартирах в первые 6 часов опустилась на 15 градусов. Особенно страдают дети, которых не спасает даже теплая одежда. Возгорание подстанций – очередное свидетельство, что импортозамещение работает. Правда, в обратную сторону. Рекордно низкие температуры практически на всей территории РФ продержатся минимум неделю. Несомненно, изношенные подстанции не выдержат подобного удара холодом и будут гореть повсеместно. Отрицательно работающее импортозамещение усиливается санкциями, истощающими и без того оскудевшие кошельки населения. Так, к концу этого года реальная инфляция составит не менее 40%, а доллар будет продаваться минимум по 120 рублей. Об этом говорится в исследовании Института народохозяйственного прогнозирования Российской академии наук. Впрочем, россияне уже могут наблюдать в магазинах инфляцию свыше 40%. Это касается некоторых категорий товаров, вспомним те же яйца. Следовательно, сказочные 7,5% от Росстата – свидетельство того, что власти принимают россиян за идиотов. Галопирующая инфляция повлечет за собой подорожание всего – коммуналки, проезда, ренты, сферы услуг. Все это произойдет в ослабленной войной стране, где 80% населения уже вынуждены экономить в той или иной степени. Когда правительство признает, что санкции работают, а импортозамещение невозможно в принципе, так как Россия не способна самостоятельно производить высокотехнологичную продукцию, страна будет на грани выживания. Но пока сохраняется определенный запас прочности, власти будут в первую очередь воровать, а также воевать. Жизнь же и благополучие простых россиян их не заботит, даже если без тепла останутся все российские города, а население начнет массово экономить на еде. Приграничные российские города стали прифронтовыми вследствие постоянных обстрелов. Вымирание мужского населения РФ угрожает изменить ее национальный состав. Вкупе с галопирующим экономическим кризисом это создает предпосылки к распаду страны. Не менее 350 тысяч российских мужчин были убиты либо ранены в зоне СВО. Данная цифра, впрочем, существенно занижена. К концу 2024 года минимальное число безвозвратных потерь превысит 500 тысяч человек. Путин хочет воевать до конца, однако в России нет такого ресурса. 3 месяца мясных штурмов в Авдеевке унесли жизни не менее 25 тысяч российских солдат. Но город до сих пор не взят. Более того, Русня даже не заняла его окраины.
И если попробовать скромно посчитать, то для того, чтобы освободить ДНР в ее административных границах, Путин уничтожит порядка 400 тысяч российских военнослужащих только убитыми. СВО перешла в войну на территории РФ. Удары по Белгороду, Севастополю, дроновые налеты на Брянск, Москву, Калугу. Изначально трехдневная спецоперация продемонстрировала отрицательную эволюцию и теперь угрожает старым регионам страны-агрессора. СВО усилило экономический кризис. Дефицит продовольствия, нехватка лекарств, заморозка строек – все это от того, что государственные деньги идут либо на нужды СВО, либо попросту разворовываются чиновниками под предлогом военных трат. После очередного переизбрания Путина россиянам следует быть готовыми к тому, что их права будут существенно ограничены. Выезд за границу будет запрещен, цены взлетят вверх, а Минобороны открыто объявит всеобщую мобилизацию. Россию можно уничтожить, только развалив ее изнутри. Власти успешно справляются с этой задачей. Растущая нищета, вымирание мужского населения с последующим его замещением мигрантами, утрата контроля над периферией, крайне тревожные сигналы, которые еще год назад казались бы невообразимыми. Благодаря Путину риск распада страны-агрессора как никогда ранее высок. Минфин утвердил бюджет на 2024 год, который не доберет около 1 триллиона рублей запланированных доходов, потому что чиновники слишком уж рассчитывают на разные разовые источники, типа дохода на сверхприбыль и налога на выход покидающих Россию иностранных компаний. Остальные дыры в бюджете планируют закрыть с помощью простых граждан. Правительство хочет ввести еще больше налогов, которые приведут к новому витку ухудшения жизни россиян. Кроме повышения цен на товары ежедневного потребления, власти делают все для того, чтобы урезать расходы на социальное обеспечение, медицину и другие немаловажные сферы для жизни россиян. В то же время снижать рекордные расходы на войну, которые в 2024 году составят около 11 триллионов рублей, никто не планирует. Власти продолжают отправлять молодых парней на войну, пока пенсионеры, многодетные семьи и другие незащищенные слои населения остаются без возможности купить лекарства, продукты и другие необходимые для жизни товары. Власти делают все, чтобы жизнь россиян становилась хуже и хуже с каждым годом. Ни одна страна в мире не настроена так вражески к простым россиянам, как к ним относится их же власть. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о возможной эвакуации жителей Белгорода. Подобное решение возникло вследствие непрекращающихся обстрелов города. Также белгородцам дали дельный совет, как защититься от взрывов. По словам мудрых властей, окна следует заклеить скотчем, и делать это надо крест-накрест. Это лайфхак для тех горожан, которые не изъявят желание эвакуироваться и останутся жить под обстрелами. Параллельно Министерство обороны России вынуждено отказаться от планов строительства в Крыму станции высокой готовности системы предупреждения о ракетном нападении Воронеж-М. Причиной стала высокая вероятность поражения украинскими ракетами. Россия вчистую проиграла битву за Черное море. Отвод Черноморского флота в более безопасные места начался еще в середине прошлого года. Однако после уничтожения Новочеркасска в Феодосийском порту 26 декабря этот процесс напоминает бегство. Большая часть кораблей перенаправлена в Новороссийск. Впрочем, дроны и ракеты неприятеля отлично долетают и до этого города. Равно как и до многих других, ведь лучшее в мире ПВО никак не реагирует на угрозу. Шойгу и Конашенков еще в июле прошлого года заявляли, что будут топить все иностранные корабли, которые окажутся в северо-западной части Черного моря. После таких слов Россия не просто опозорилась, но и показала всему миру свою слабость. Вторая армия мира не может защитить население и не контролирует даже старые регионы РФ. Собственно, эпитет «Вторая армия мира» еще летом прошлого года звучал иронично, а теперь и вовсе словно издевка. Равно как и потерь нет, и цели СВО будут выполнены. Впрочем, если целью СВО является медленное уничтожение России путем ее деиндустриализации и депопуляции, то в этом смысле власти справились на ура. Никогда за последние 300 лет Россия не была так слаба – экономически, политически, демографически и, конечно же, в военном
гуманитарном отношении. Путин и армия его пропагандистов убеждают россиян, что в стране все хорошо, и многие верят в этот миф, ведь десятилетия промывки мозгов не прошли даром. В действительности с Россией дружат либо изгои, вроде Северной Кореи и Ирана, либо нищеброды, вроде Зимбабве и Эритреи, либо диктатор Лукашенко. Я нарочно не называю целую страну, потому что общаюсь с белорусами. Российская экономика окончательно стала сырьевой. Россия не производит в достаточном количестве продукты питания, не говоря уже про дроны. Демографическая же яма, обусловленная СВО, поистине станет национальной катастрофой. Вымирание русских с последующим их замещением мигрантами предопределено.